В сибирской тайге экспедиция обнаружила лес, в котором деревья были буквально пропитаны железом. Звучит невероятно, но участники клялись, что стволы звенели от удара, как металлические трубы. Что же на самом деле нашли исследователи зимой 1927-го? Началось все в Иркутске, в конце ноября. Группа геологов и топографов под руководством инженера Петра Савельевича Долгих получила задание от Академии наук обследовать бассейн реки Нижний Тунгусский, где местные охотники и венки годами рассказывали о поющем лесе. Считалось, что это обычные байки таежников. Но в Академии решили, что дыма без огня не бывает. Слишком уж настойчиво повторялись слухи, и слишком уж одинаково их пересказывали люди из разных далеких друг от друга стойбищ. Экспедиция вышла из последнего населенного пункта 5 декабря. 8 человек, 12 лошадей, запас продовольствия на 1,5 месяца. Мороз в те дни стоял под 40, снег лежал по пояс, и проводник Эвинг по имени Аюкан то и дело останавливался, качал головой и повторял одно и то же слово, которого никто из русских не понимал. На 9-й день пути лошади начали вести себя странно. Они упирались, храпели и отказывались идти дальше на север, хотя тропа была ровной. Долгих записал это в дневник как нервозность животных, то уж, вероятно, вышло одно из-за волчьих следов. Волчьих следов-то, впрочем, никто так и не нашел. К вечеру 11-го дня отряд вышел на широкую поляну, окруженную густым лиственничным лесом. И тут произошло то, что заставило даже спокойного, педантичного Долгих несколько раз перечитать собственную запись, сделанную в тот вечер дрожащей рукой. Один из рабочих, устраиваясь на ночлег, в сердцах ударил топором по стволу ближайшего дерева. Хотел нарубить веток для костра. Вместо глухого стука, привычного любому, кто рубил дрова, по всей поляне разнесся долгий чистый звон. Так звенит рельс, если ударить по нему железным прутом. Рабочий отскочил и выронил топор. Лезвие было зазубрено, будто он бил не по дереву, а по наковальне. Люди подошли ближе, стали стучать по другим стволам, и каждый отвечал своим тоном, выше или ниже. Проводник Аюкан к деревьям не приблизился ни на шаг. Он сел в снег спиной к лесу и до утра не произнес ни слова. А на утро выяснилось, что за ночь из лагеря бесследно исчезли 2 лошади. Пропавших лошадей искали все утро. Следов не было ни борьбы, ни волочения, ни крови. Просто 2 привязанные к дереву лошади исчезли вместе с веревками, а снег вокруг колышка лежал нетронутым. Долгих отметил это как самое необъяснимое из всего, что видел за 20 лет полевой работы. Но задание никто не отменял, и он приказал разбить постоянный лагерь на краю поля. 3 дня отряд изучал странные деревья. Внешне обычные лиственницы, та же кора, те же ветви, та же хвоя, уже осыпавшаяся к зиме. Но стоило дотронуться до ствола, и рука чувствовала холод, какого не дает дерево даже в мороз. Металлический холод. Топором кору удалось снять с большим трудом, а под ней открылась древесина странного серебристо-серого оттенка, с прожилками, отливавшими на солнце, как отполированный металл. Геолог экспедиции, молодой выпускник по фамилии Ремезов, попробовал спилить одно дерево ножом. За 2 часа он едва прошел вершок. Полотно тупилось и грелось, будто он резал не ствол, а чугунную болванку. Тогда взяли образцы буром, с большим трудом высверлив несколько кусочков сердцевины. Ремезов взвесил их на походных весах и не поверил цифрам. Кусок древесины весил втрое больше, чем должен был весить сухой лиственничный сколок такого же размера. Долгих аккуратно записал: деревья живые, растут, но их ткани каким-то образом насыщены тяжелым металлом. Как это возможно с точки зрения ботаники, он не знал, и честно написал об этом в дневнике. Особенно странным был звук. Если ударить по разным деревьям, поляна отзывалась почти музыкально, будто кто-то настроил этот лес. Ремезов, человек с музыкальным слухом, утверждал, что тоны образуют почти правильный звукоряд. Он даже начал зарисовывать расположение деревьев, помечая, какое каким тоном звенит. На 4-ю ночь его разбудил именно этот звук. Лес звенел сам по себе. Без ветра, без единого прикосновения год, десятки стволов гудели низко и слаженно, и от этого гула дрожал снег на ветвях и мелко подрагивала жестяная кружка на ящике. Ремезов растолкал остальных. 8 человек стояли в темноте и слушали, как поет железный лес. А потом Аюкан показал рукой в глубину чащи, туда, где между деревьями двигался слабый голубоватый свет. Голубоватый свет двигался медленно, петляя между стволами, и через минуту погас. Никто не решился идти за ним в темноту. Утром на том месте, где он мелькал, нашли выжженное пятно снега метров 3 шириной. Идеально круглое, с оплавленной по краям коркой льда. В центре пятна земля была теплой, настолько, что от нее шел пар на морозе. Именно с этого дня в дневнике Долгих начинается 2-я, странная его часть. Первые страницы он вел как положено, сухо, по-инженерному. Но записи после 4-й ночи он делал уже другим почерком и, судя по всему, прятал этот дневник от остальных.
Эти листы обнаружат много позже, и на них будет то, чего Долгих не сообщил бы начальству ни при каких обстоятельствах. Он писал, что лес меняет людей. Рабочие стали забывчивы, не помнили, ели ли утром, спорили, какой сегодня день. Что сам он трижды ловил себя на том, что стоит у крайнего дерева и слушает звон, не помня, как туда дошел. Компас в лагере крутился без остановки, и стрелка не желала указывать на север. Часы у всех участников шли в разнобой. У кого спешили, у кого отставали на целый час в сутки. Ремезов тем временем сделал открытие, которое привело Долгих в ужас. Молодой геолог заметил, что железные деревья растут не хаотично. Он нанес их положение на карту и получил почти правильную спираль, закрученную к центру поляны. А в самом центре, куда никто еще не заходил вплотную, стояло одно единственное дерево, выше и толще прочих. Его ствол был не серым, а темным, почти черным, и звенел он не так, как остальные. Глухо и тяжело, будто внутри была пустота. Долгих записал распоряжение: к центральному дереву не подходить до тех пор, пока он лично осмотрит его при свете дня. Но приказ опоздал. Утром выяснилось, что рабочий по фамилии Кузьмин, тот самый, что первым ударил по стволу топором, ночью встал, ушел к центру поляны и не вернул. Его нашли сидящим у черного дерева, спиной к нему с открытыми глазами. Он был жив, дышал, но не отвечал на вопросы и не узнавал никого из товарищей. А в его сжатом кулаке лежал кусок коры, которой на всех остальных деревьях не было. Кузьмина отнесли в палатку и укутали. Кусок коры из его кулака Ремезов забрал и рассмотрел вблизи. Это была не кора. Тонкая пластина темного вещества, гладкая с одной стороны, а с другой покрытая мелким узором из бороздок, которые складывались в правильные повторяющиеся ряды. Ремезов записал, что бороздки напоминают ему не природный рисунок, а нечто сделанное намеренно-меренно, будто гравировку. Долгих решился на то, чего до сих пор избегал. Он взял двоих людей, ружье и днем при ярком солнце пошел к центральному дереву. Вблизи оно оказалось еще более странным. У его основания снег никогда не лежал. Земля была голой, теплой и слегка вибрировала под ногами. Кора черного ствола была той же, что и пластина в руке Ремезова, вся в борозчатом узоре, уходящем спиралью вверх, насколько хватало взгляд. Долгих приложил ладонь к стволу. Позже он напишет, что в тот момент услышал звук. Не ушами, а как будто прямо в голове. Ровный низкий гул, а под ним что-то похожее на счет, ритмичные удары, следовавшие друг за другом с идеальными промежутками. Он отдернул руку. Один из рабочих, стоявший рядом, спросил, слышал ли Долгих голоса. Значит, слышал не он один. Ремезов тем временем взвесил пластину и провел над ней компасом. Стрелка прилипла к вещу, как к магниту. Он попробовал нагреть образец на спиртовке. Пластина не плавилась, не чернела, а по ее поверхности пробежала слабая рябь голубоватого света, того самого, что они видели ночью в чаще. Ремезов отдернул руку и записал в своих бумагах, что вещество, похоже, реагирует на тепло, движение и, возможно, на присутствие человека. К вечеру Кузьмину стало хуже. Он начал говорить, но не по-русски и не на эвенкийском наречии аюкана. Он повторял одни и те же сочетания звуков ровным механическим голосом, с теми же паузами, что Долгих слышал у черного дерева. Аюкан, услышав это, впервые за все путешествие заговорил с русскими открыто. Через ломаные слова и жесты он объяснил. Его народ знает это место сотни лет, сюда не ходят. Тех, кто уходил в железный лес, находили точно такими же, как Кузьмин, или не находили вовсе. А в самой земле под поляной, сказал старик, лежит нечто, упавшее с неба задолго до рождения его прадеда. И слово старика Долгих принял всерьез. И отдал приказ сворачивать лагерь на рассвете. Но той ночью все пошло иначе, чем он рассчитывал. Гул начался снова, только теперь он не смолкал. Он нарастал час за часом, и вместе с ним разгорался голубой свет. Уже не в глубине чаще, а по всей спирали деревьев одновременно. Стволы светились изнутри, будто по ним текло что-то раскаленное, и снег вокруг таял на глазах, оседая черными проталью. Кузьмин поднялся сам. Он вышел из палатки, оттолкнув державших его людей с силой, какой в нем раньше не было, и пошел прямо к центру поляны, к черному дереву. Двое рабочих бросились за ним, схватили за руки, и по записи Ремезова отлетели назад, будто их отбросило невидимой волной. Кузьмин дошел до черного ствола, обхватил его руками и застыл. Свет мгновенно стянулся к центру, к нему, и вспыхнул так, что Ремезов ослеп на несколько секунд. Когда зрение вернулось, Кузьмина не было. И черного дерева не было тоже. На его месте зияла яма с оплавленными краями, а над ней в воздухе еще дрожала марево жара. Гул оборвался. Лес умолк, разом будто выключили. Что произошло в следующие часы, известно только со слов двоих. Из 8 человек к людям вышли лишь Ремезов и проводник Аюкан. Они добрались до ближайшего стойбища на 11-й день, обмороженные, без
лошадей, без большей части снаряжения. Ремезов твердил, что после исчезновения Кузьмина остальные словно потеряли рассудок. Трое ушли в лес за светом и не вернулись, Долгих остался у ямы и отказался идти, повторяя, что должен дослушать счет. Ремезова спас Аюкан, буквально уволок силой, связав по рукам, потому что тот тоже рвался обратно к полям. С собой Ремезов вынес только одно — полевую сумку Долгих с его дневником и ту самую борозчатую пластину, завернутую в тряпье. Именно эти записи и стали единственным документом о том, что случилось зимой 27-го в верховьях Нижнетунгусских. 8 ушедших, 2 вернувшихся и лес, который на всех картах той экспедиции обозначен коротким словом «звенящий». Отчет Ремезова в Академии наук приняли холодно. Молодого геолога допрашивали неделю. Дневник Долгих и пластину изъяли, а самого его отправили на медицинское освидетельствование. Официально проверить, не повредился ли он рассудком в тайге. В личном деле появилась запись о нервном истощении и галлюцинациях, вызванных переохлаждением и голодом. Гибель 6 человек списали на обморожение и волков. Весной 28-го в те места отправили новую группу — геологов и 2 сотрудников в штатском. Они шли по координатам, записанным Ремезовым, и по описанию поляны. Но поляны не нашли. Была река, была тайга, был ориентир, высокая скала Станец, которую Долгих зарисовал в дневник. А спирального леса из звенящих деревьев не было. Ни ямы, ни проталин, ни выжженных пятен. Обычная лиственничная чаща, где топор входил в дерево так, как ему и положено. Группа простучала сотни стволов и не услышала ни одного звона. Материалы экспедиции засекретили. Дневник Долгих и пластину передали в закрытый архив, и след их теряется в 30-х. Ремезов больше в поле не работал, преподавал минералогию в техникуме, умер в блокадном Ленинграде в 42-м. Проводник Аюкан вернулся к своему народу и до конца жизни отказывался приближаться к тому участку тайги. Единственное, что осталось от всей истории — копия нескольких страниц дневника, случайно уцелевшая в бумагах одного из сотрудников Академии и всплывшая уже в 90-м. На последней странице, той самой, что Долгих писал изменившимся почерком, есть запись, сделанная, видимо, у самой ямы, перед тем, как он остался там навсегда. Всего одна строчка. Он записал, что счет у черного дерева не был бессмысленным, что это были числа, ровные, повторяющиеся, идущие в определенном порядке. И что за те дни, пока лес звенел, порядок этот менялся. Числа шли то вверх, то вниз, будто что-то под землей считало. Долгих написал, что к последней ночи счет дошел до 0. И вот тогда все и произошло. А потом, ниже, другой рукой, торопливо, приписано еще 3 слова. Он начался снова.